Здравствуйте! Сейчас я расскажу, как сделать ватно-марлевую повязку. Это несложно. Для этого нужен кусок марли, примерно метр на полметра. У меня марли не оказалось, поэтому я буду использовать хлопчатобумажную ткань. Можно использовать и синтетическую ткань. Вот, например, как эта. Она как сеточка, легкая, но мне она не нравится. Она синтетическая и, естественно, пылит. Мелкие волокна могут попадать в дыхательные пути. И эта пыль в легких оказывает не очень полезное действие, как и любая синтетика. Как вариант, обычная хлопчатобумажная ткань. Если вы приложите к рту и попробуйте дышать через нее, воздух отлично проходит. Вот я взял какая-то Московская Олимпиада. Вот кусок ткани. Нам нужно кусок 60 на 90. Это примерно вот так. И вот так. Метр или метр на полметра. Вот такой кусок ткани нам нужен. То есть, грубо говоря, старинными русскими мерами чик-чик. 2 локтя и 1,5 локтя. Почему ширина около метра? Для того, чтобы можно было сделать нормальные вязки, нормальной длины. Итак, вот основа для маски готова. Теперь мы сюда упаковываем вату. В идеальном случае, конечно, это не ситец или какая-нибудь другая не очень плотная хлопчатобумажная ткань. А в идеальном случае это марля. Ну вот марли нет. Кладем 4 сантиметра ваты. 4 слоя вот такой ваты. И это примерно вот 4 сантиметра. 4 сантиметра у меня вот такой толщины. И заворачиваем посерединке. Тыц, тыц, тыц. Вот такой прекрасный вид у нас Олимпиада 80. Теперь разрезаем концы с одной стороны и с другой. Это наши вязки. Все. Эту маску можно одевать. 4 сантиметра толщины марли вам дадут возможность работать в очаге любой инфекции, холеры или чумы. Пару часов вы спокойно можете работать по нормальной физической нагрузке. Потом меняете маску. От чего защищать эта маска? От передачи инфекции воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, разговоре. И воздушно-пылевым путем, с пылевыми частицами в воздухе. Хорошо это показано в ролике МЧС. Ватно-марлевая повязка применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей. Состоит из внутреннего и наружного слоев марли. Между слоями марли прокладывается слой ваты. Концы повязки завязываются, верхние на затылке, нижние на темени. Ватно-марлевая повязка должна закрывать низ подбородка, рот и нос до глазных впадин. Еще несколько советов по этой маске. Во-первых, эта маска работает как фильтр. Поэтому, когда вы дышите, количество пыли, бактерий, которые проникают через маску наружу, продвигаются к вам через ее толщу, со временем нарастает. Также, когда вы дышите, часть своих микроорганизмов, которые находятся у вас в дыхательных путях, вы выдыхаете, и они тоже оседают с внутренней стороны маски. Поэтому многократно такую маску использовать не стоит. 2 часа достаточно, после этого маску надо сменять. Единственное, может быть, в течение суток ее использовать, если вы там на полчасика сбегаете в магазин, а потом вернетесь и снова куда-то сходите ненадолго. Обратите внимание, что есть некоторые ролики, в которых рекомендуют делать тонкие маски из марли 4-8 слоев. Такие маски малоэффективны. Любая инфекция очень быстро преодолевает барьер. Обратите внимание на маски, которые продаются в магазинах. Они защитят разве что от прямого попадания капель на вас, а именно если кто-то чихнул в вашем направлении. Там очень много зазоров, поэтому почти что в шутку их стоит применять только для тех, кто заболел, чтобы они не распространяли инфекцию при кашле и чихании. Помните, что для профилактики инфекций дыхательных путей вам поможет чеснок и витамин С. Внизу ниже в описании есть 2 ссылки на мои видео, как приготовить мазилку из чеснока и как получить квашеную капусту, незаменимый источник витамина С, а также
вы можете использовать лимоны в легком виде, как чай с лимоном. Или, если нужно быстро витаминизировать всю семью, берете лимон, нарубаете его на мелкие кусочки, перемешиваете с сахаром и скармливаете всей семье. Это очень быстрое и действенное средство против простуды. Даже тогда, когда кто-то уже начал болеть, появляются сопли, не ждите, когда заболевание примет активную, яркую форму. Дайте лимон сразу. Организму будет гораздо легче справляться с простудой. На сём советую вам быть здоровыми и не болеть. Будьте здоровы, не болейте коронавирусом.